Друзья, а вы знали, что каспийская килька лучше балтийской? Я не шучу. Я недавно узнал, что, оказывается, каспийская килька была в рационе советских космонавтов. Оказывается, в ней больше содержится всяких питательных веществ, минералов и так далее, чем в черноморской и в балтийской. Друзья, сегодня мы будем кильку нашу солить. Солить ее будем пряным посолом. Килька у меня мороженая, вот посмотрите, она прямо с судна, прямо с корабля. То есть она вот такими брикетами была. И в данном случае, так как термически рыба никак не обрабатывается, лучше использовать мороженую кильку. Это, кстати, и к сельди тоже относится. Если мы солим сельдь или кильку, лучше брать всегда мороженую. Так что вот так, друзья. Сегодня будем солить килечку. Сейчас мы ее вот так отделим друг от друга, промоем и начнем солить. Она прямо с судна, друзья. Это не килька с магазина, которая там лежала, не знаю, месяцами, годами. Я прямо ее с судна купил в брикетах. Такую большую коробку, 20-килограммовый брикет. Я ее промою, и как раз она до конца оттает. Сейчас уже тепло, весна, так что оттает она быстро. Друзья, вот она оттаяла. Уже ее можно укладывать в баночки. Вот такие у меня банки. Каждая литр 600. Вы, наверное, помните, я селедку здесь солил. Те самые банки. Сейчас берем нашу килечку. Особо не заморачиваемся. Берем все подряд. Так, первый есть. Эти переростки какие, друзья. Это отдам кошке. Антон. Так, все, килечка равномерно распределена по банкам. Сейчас будем заливать их тузлуком, то есть рассолом. Пойду принесу казан, кастрюлю. Друзья, здесь у меня 5 литров крутого кипятка. Она только что закипела. Значит, начинаем готовить тузлук. Это лавровый лист. Кладем произвольно. Штук 5-6. Я думаю, хватит. Уже запах лаврушки пошел, друзья. Так, сейчас соль. Друзья, здесь 5 литров воды. Значит, расчет такой. 3 ложки с горкой. Вот такие столовые большие, советские полноценные ложки. 3 ложки столовые с горкой на литр. То есть, соответственно, получается 15 ложек с горкой. Поехали. Раз. 2. 3. 7. 8. 14 и 15. Так, это у нас соль. Следующим идет, друзья, сахар. Сахар по-разному кладут. Я кладу половину столовой ложки на литр воды. Соответственно, 5 литров, значит 2,5 ложки сахара. Раз.
2. И это половина. Это у нас сахар. Чуть-чуть кладем душистого перца. Вот так. Штук 10. И теперь две самые главные приправы, без которых, лично по мне, тузлук, рассол для пряного посола рыбы не делают. Значит, очень я люблю вот этот кориандр. Очень приятная вещь. Его я положу, вот, не буду жалеть, целую ложку. И, друзья, конечно же, идет черный перец горошком. Его, ну, вот такую горсть. Все, достаточно. Друзья, теперь вот этот самый тузлук, рассол, я его возвращаю на огонь. Вода опять закипит. Минут 5-10 пусть это все поварится. То есть максимально вот эти пряности, лавровые листья, соль, сахар, все растворится и отдаст все свои ароматы, все свои вкусы в воду. То есть у нас получится очень вкусный, хороший рассол. Значит, отправляю это опять на огонь. Увидимся. Друзья, буквально за час-полтора вода холодной стала. Почти как с холодильника. Все. Значит, тузлук готов. Пошли заливать. Открываем крышечки. Баночку у меня стало 5, как вы видите. Это фокус-покус. Так, и заливаем. Заливаем прям до краев, чтобы килька полностью у нас была утоплена в тузлуке, в рассоле. Вот и все, друзья. Такой вот простейший и вкуснейший рецепт. Значит, будет готова эта килечка к употреблению через сутки. То есть завтра вечером мы сможем с вами уже ее попробовать. Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. Прошли сутки, как я и говорил. Значит, сегодня мы килечку будем нашу пробовать. Вот для килечки ее подружка, картошка. Обязательно. Кстати, смотрите, как я ее варю. Может, кому-то будет интересно. Со стеблями укропа. Вот такие стебли укропа. Картошка у нас молодая, как вы заметили. Это уже первая картошка, весна. Так что должно быть очень вкусно. Так, сначала солью воду. Картошечку опустошим в миску. Вот так. Друзья, растопил сливочное масло. Сейчас мы эту картошку сделаем вдвойне вкусной. Значит, что нам нужно? Нам нужен чесночок. Пару зубчиков, много не нужно. Значит, это у нас идет в масло. Вот так. Немножко укропа. Укропчик. И вот это, друзья, вот мы сюда заливаем на картошечку. Посмотрите, как это будет вкусно и красиво. Аккуратно перемешаем. Очень аккуратно, потому что картошка разварилась, мягкая. Так, сейчас солью рассол, который нам уже не нужен.
И вот наша килечка, друзья. Положу пару картошечек, друзья. Ну и килечку, конечно. Для начала хватит. Друзья, лично я кильку ем вместе с хребтом. Вот так вилкой отрываю голову, кишочки выходят. А вот это вот тельце нежнейшее, я прям целиком кушаю. Друзья, килька, вот честное слово говорю, фантастическая. Сегодня, на сегодняшний день, вот этой засолки вполне достаточно. И за это уже можно еще пару дней максимум подержать, потом уже будет пересолено. Сейчас она малосольная, пряная, прямо супер. Мясо такое упругое. В общем, попал в десятку. Кстати, насчет каспийской кильки я вчера не шутил. Я буквально на днях в интернете прочитал, что каспийская килька была в рационе у советских космонавтов. Ну, там детали не были описаны там на МКС или где во время тренировок, не знаю. Но факт, что они эту кильку кушали, именно каспийскую. И объяснили, почему каспийскую. Говорит, в ней как будто чуть больше питательных веществ, там, минералов, витаминов и так далее, чем в балтийской и в черноморской. Так что, товарищи балтийцы, черноморцы, я не хочу вас обижать, но факт остается фактом. Если кому интересно, даже ссылку оставлю в комментариях на эту статью. Друзья, кто не может есть с хребтом, ее можно вот таким вот простым способом почистить. Вилочкой прижали и вот так, смотрите, вот филешки маленькие такие. Вот одно и перевернули, вот сейчас сделаем второе. Это кто не может есть с костями. Вот филешки, тоже прекрасные. Как вы сами понимаете и догадываетесь, такую рыбку без рюмочки водки, вернее, без лафитника. Посмотрите, какой я раздобыл лафитник. Именно советских времен, друзья. У меня есть современное производство, Новодел. Выпускает, по-моему, гусь хрустальный или что-то такое. Те, честно говоря, по качеству изготовления даже лучше. Но это, как вы понимаете, более винтажный, советский все-таки. Друзья, будьте здоровы. Выпьем за здоровое питание, вот за такую прекрасную рыбку, малосольную, натуральную, ничего лишнего нету, ни грамма масла, там, то есть она не жарилась, не коптилась. Это фактически сырая рыба, слегка подсоленная. Так что все витамины, какие только могут быть в рыбе, в этой кильке присутствуют. Будьте здоровы, друзья. Друзья, с этой рюмки лафитник даже пьется вкуснее, честно. А посмотрите, я вот обратил внимание, здесь цена написана. Цена 10 копеек. Вот такая вот рюмочка, такой лафитник стоил в советское время всего 10 копеек. Мы, значит, приближались к коммунизму, но не пришли. Сочетание такое же, как селедочное. Картошка, килька, сливочное масло, черный хлеб. Это просто супер. Это не просто еда, друзья. Это наш ДНК. Спасибо большое за просмотр.
Было приятно пообщаться с вами в очередной раз. До новых встреч на нашем вкусном канале. До свидания.